Друзья, всем привет! В 2009 году помимо обычных памятных монет также вышла всеевропейская серия, посвященная десятилетию экономическому и валютному союзу. Эту серию мы разберем в отдельном выпуске. В этом видео рассмотрим обычные памятные монеты 2 евро 2009 года и начнем по хронологии выхода. В Люксембурге вышла монета, посвященная 90-летию вступления на престол герцогини Шарлотты. Герцогиня Шарлотта – это бабушка герцога Анри Нассау. И так как по законам Люксембурга на монетах должен быть изображен правящий монарх, то профиль Анри Нассау находится впереди профиля герцогини Шарлотты. Оба профиля смотрят влево. Возле них надпись «Люксембург» и год чекана. На внешнем кольце 12 звезд Европейского Союза. Тираж у монеты 1 400 000 штук, стоит она на сегодня 4 евро. В Германии вышла 4-я монета, посвященная федеральным землям. Это монета федеральной земли Саар. На монете изображен фасад церкви Людвига, Людвиг-Кирхе, которая находится в городе Саарбрюккен, столице федеральной земли Саар. Внизу под церковью надпись Саарленд, название земли Саар на немецком. Под надписью расположили знак монетного двора. Не забываем, что в Германии 5 монетных дворов. Справа от церкви также есть инициалы гравера. Тираж у монеты большой и стандартный для Германии – 30 миллионов штук, поэтому стоит она по номиналу 2 евро. В Сан-Марино вышла монета, посвященная Европейскому году творчества и инноваций. На монете изображены книга, циркуль, 2 пробирки. Это все предметы, символизирующие науку. Слева от них также есть 3 пера. Это символ Республики Сан-Марино. Вверху надпись на итальянском «Творчество инноваций». Внизу надпись «Сан-Марино». Под ней инициалы гравера. Тираж у монеты 130 000 штук, стоимость 29 евро. Португалия – страна с большой колониальной историей, поэтому в мире португальский язык довольно-таки распространен. В 2006 году прошли первые португалоязычные игры. Это мультиспортивные соревнования, в которых участвуют атлеты из португалоговорящих стран. К слову, португальцы не первые решили проводить мини-олимпиады среди бывших колоний. Первыми были британцы с играми Содружества, самые первые соревнования которых прошли еще в 1930 году. Также с 1989 года существуют франкофонские игры. Это соревнования среди бывших французских колоний. Так вот, в 2009 году проходили вторые по счету португалоязычные игры, и проходили они в самой Португалии, в столице Лиссабоне. В честь этого в Португалии выпустили монету. Центральной фигурой монеты является эмблема вторых португалоязычных игр. Это спортсмен с лентой. Вверху над ним герб Португалии. Год чекана над головой спортсмена. В полукруге знак монетного двора. Надпись «Вторые португалоязычные игры Лиссабон» и инициалы гравера. Также очень интересное решение для внешнего кольца со звездами Европейского Союза. Внешнее кольцо на этой монете расчерчено в виде круговых линий, что символизирует беговые дорожки стадиона. Тираж у монеты 1 250 000 штук, и стоит она на сегодня 3 евро. В 2009 году исполнилось 200 лет с года рождения Луи Брайля, человека, придумавшего шрифт для слепых людей, который впоследствии назвали шрифтом Брайля. В Бельгии в честь этой даты решили выпустить памятную монету. Центральной фигурой монеты является портрет самого Луи Брайля. Портрет расположен между инициалами ЛБ, сделанными шрифтом Брайля. Вверху надпись обычным шрифтом Луи Брайль. Под портретом годы 1809 и 2009. Между ними буквы БИ, Бельгия. Тираж у монеты 5 миллионов штук, и стоит она 3 евро. В Италии также решили отметить 200 лет с года рождения Луи Брайля. На монете изображена открытая книга и рука, читающая эту книгу контактным методом. По вертикали надпись «Луи Брайль» и годы 1809-2009. Над рукой 2 стилизованные птицы, символизирующие свободу знаний. Буквы ИР – Республика Италия. Внизу шрифтом Брайля написано «Луи Брайль». Тираж у монеты 2 миллиона штук, а ее стоимость на сегодня 3,5 евро.
2009 год ООН провозгласила Международным годом астрономии. В честь этого события в Ватикане выпустили памятную монету, что довольно-таки иронично, учитывая все гонения, устроенные Инквизицией на средневековых ученых. Но смелости изобразить на монете Галилео Галилея все-таки не хватило. На монете использовали часть знаменитой фрески Микеланджело «Сотворение Солнца и Луны», которая находится на потолке Сикстинской капеллы. Тут Бог создает Солнце и Луну. Рядом расположены астрономические инструменты. В самом низу год Чекана. По окружности надписи «Международный год астрономии» и «Город Ватикан». Тираж у монеты 106 тысяч штук и стоит она на сегодня 61 евро, что делает ее самой дорогой памятной монетой 2 евро в 2009 году. В Финляндии праздновали 200 лет автономии. В честь этого выпустили памятную монету. На монете изображен треугольник фронтона собора в городе Порвоо. Этот собор был местом первого финского сейма в 1809 году, на котором и было объявлено об автономии Финляндии. Также на монете есть годы 1809 и 2009, знак монетного двора и буквы FI – Финляндия. Тираж у монеты 1 600 000 штук, стоимость 5 евро. В 2009 году в Словакии сменили национальную валюту словацкую крону на евро, и сразу в 2009 году в Словакии приступили к чеканке памятных монет. Первая памятная монета Словакии 2 евро посвящена 20-летию с начала бархатной революции. Это мирная революция, в процессе которой была свержена коммунистическая партия Чехословакии, а сама Чехословакия после этого провела бархатный развод. Мирно и бескровно разделилась на Чехию и Словакию. Центральную часть монеты занимает колокольчик, где вместо язычка находится ключик. Это отсылка к протестам 1989 года, когда марширующие граждане встряхивали и звенели связками ключей. Под колоколом находится знак монетного двора и инициалы гравера. По окружности надписи 17 ноября «Свобода, демократия». Под этой надписью годы 1989 и 2009. Внизу надпись «Словакия». Тираж у монеты 1 миллион штук, а ее стоимость 3,5 евро. Вся стоимость коллекции памятных евро-монет 2009 года составляет 114 евро. На этом все. Следите за будущими выпусками и не упустите свою дорогую монету.